Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! А в этом видео на примере этой кофточки я для вас сделала теоретический мастер-класс смещенного реглана. Вязание у нас идет сверху вниз. И эта кофточка имеется 48 размер. Кто захочет посмотреть практический мастер-класс, можете посмотреть мои видео на канале. Там подробно я рассказываю и показываю практически, как вяжется смещенный реглан. Применяла такую необычную пряжу. Это турецкая пряжа в составе половина хлопком. И кофточка получилась очень нежная на ощупь. А расцветки пряжи я применила по-своему. Поэтому переход расцветки отличается от перехода расцветки пряжи. Поэтому у меня получилось такой необычный переход расцветки. Для этой кофты я применила спицу 2,5, а манжете и подоле спицу 2. Этот фасон реглана тоже вяжется очень просто. Здесь тоже, как все регланы, имеется 4 регланные линии. И еще одна простота этой кофты. Я здесь не оформляла росток. Вяжем горловину и сразу переходим на оформление регланной линии. И горловина в готовом виде, вот видите, выглядит треугольной формы. И по переду, и на спинке треугольной формы. На готовую кофточку сделайте заметку на передней части, чтобы каждый раз одевать правильно. Друзья, это схема вязания для этой кофточки. Для горловины я набирала 144 петель и оформляла резинкой 1 на 1. После горловины все петли разделим ровно на 4 части. И у меня получается по одной петле для 4 реглана и по 35 петель каждой части кофточки. По реглан линии будем добавлять петли через ряд. И таким образом мы будем потихонечку расширять все части кофточки. Когда по реглан линии добавляем по 42 петли, мы достигаем нужного размера проймы. И тогда у нас длина кокетки будет равняться 25 сантиметров. После этого мы будем отделять рукава, и в дальнейшем мы приступим к оформлению подреза. Тогда все петли у нас получатся 480 петель. И на этой схеме показано, сколько петель мы отделяем для рукава и сколько петель мы отделяем для тела кофточки. Для переда и для спинки мы отделяли по 141 петель, а для рукава мы отделили по 99 петель. Мы будем отделять рукава, и в дальнейшем мы приступим к оформлению подреза. В подрезе будем добавлять по 14 петель. В дальнейшем будем отдельно связать по кругу тела кофточки и отдельно будем связать рукава. Когда мы вяжем тело кофточки, наш смещенный реглан продолжается. Мы продолжим добавлять петли по реглан линии по переду и на спинке. Петли добавляем, как всегда, через ряд.
И по бокам кофточки будем сокращать петли тоже через ряд. Посередину добавили, а по бокам сократили. Таким образом мы будем сохранять прежнее количество петель тела кофточки. Когда длина реглан линии доходит до 50 сантиметров, мы будем приступить к следующий этап вязания. Будем заполнять боковые части тела кофточки. В дальнейшем будем оформлять подоль кофточки. И когда мы начинаем вязать рукава, здесь сразу будем заполнять нижние части рукава, а потом будем оформлять манжеты. До манжета по нижней части рукава будем сокращать петли.